Маленькому тигренку было всего около 10 недель, когда он изо всех сил бежал через сухие заросли дальневосточной тайги. За его спиной гналась стая голодных волков. Их вой и тяжелое дыхание становились все ближе. Вы не поверите, что произошло дальше. Впереди тигренок заметил одинокое старое дерево с перекрученным стволом. Это был его единственный шанс. Он подпрыгнул и вцепился маленькими когтями в шершавую кору. Лапы сначала соскользнули, но он упрямо снова зацепился и начал карабкаться вверх. Внизу волки уже окружили дерево. Они подпрыгивали, щелкали зубами и терпеливо ждали. Тигренок поднялся до развилки ветвей и прижался к стволу, тяжело дыша. Одна сухая ветка треснула и поцарапала ему шею, оставив небольшой порез. Долгое время волки кружили вокруг дерева, но постепенно начали уходить в заросли. Их мучил голод, и добыча оказалась слишком недоступной. Однако тигренок все равно боялся спускаться. Высота казалась огромной, лапы дрожали от усталости, а когти постепенно слабели. Он тихо звал мать, но вокруг слышались только звуки леса. Высоко в небе начали кружить крупные птицы, наблюдая за маленьким зверьком, который мог сорваться в любой момент. И вдруг тишину нарушил мощный взмах крыльев. На ветку неподалеку опустился огромный орел. Он внимательно смотрел на дрожащего тигренка, но не проявлял агрессии. Птица перелетела на ветку чуть ниже, прямо под детенышем, и расправила широкие крылья. Тигренок некоторое время колебался. Затем осторожно опустился на сильные крылья орла, цепляясь когтями за перья. Орел плавно спланировал вниз и мягко опустился на землю. Тигренок сразу же бросился в кусты и исчез среди травы. А птица взмыла в небо и скрылась в высоте. Через некоторое время в эту часть заповедника приехал инспектор по охране природы Дмитрий. Он заметил маленького тигренка возле старого дерева. Детеныш выглядел слабым и обезвоженным, а на его шее был свежий порез. Дмитрий осторожно поднял тигренка и отвез его в реабилитационный центр. Там ветеринары обработали рану и начали заботиться о нем. Постепенно тигренок окреп. Через несколько месяцев он вырос и стал сильным молодым хищником. Настал день, когда его выпустили обратно в дикую природу. Дмитрий открыл транспортную клетку. Молодой тигр вышел наружу, вдохнул воздух тайги и через мгновение исчез среди высокой травы. Прошло несколько лет. Однажды Дмитрий отправился в одиночный патруль по каменистому ущелью. Склон оказался опасным, и он сорвался между большими валунами. Его нога оказалась зажата, а рация упала в глубокую трещину. Он понял, что выбраться самостоятельно не сможет. Вдруг на краю скалы появился тигр. Крупный, сильный хищник внимательно смотрел вниз. Его янтарные глаза показались Дмитрию знакомыми. Это был тот самый тигренок, которого он когда-то спас. Тигр не проявлял агрессии. Вместо этого он поднял голову и издал громкий рык, который эхом разнесся по ущелью. Он повторял его снова и снова. На станции инспекторов услышали необычные тигриные крики и отправились проверить источник звука. Вскоре они нашли Дмитрия и освободили его. А на вершине скалы все это время стоял тигр, словно охраняя человека. Иногда в дикой природе память и благодарность оказываются сильнее страха.